Всем привет! Как и обещал, сейчас мы отправимся в экскурсию по одному из самых популярных туристических маршрутов в мире. Посетим церковь Святого Николая, руины древней Миры и остров Кеково. Стоимость экскурсии $33, включая обед и вход в церковь. Итак, поехали! Церковь Святого Николая Чудотворца находится в городе Демре, в древности известном как Мира. Построена в IV веке, сразу после смерти Николая. Расположена ниже поверхности земли, была разрушена и затоплена в результате нескольких сильных землетрясений. Все было покрыто грязью и илом, виднелась только небольшая часть колокольни. Обнаружена церковь была случайно. В наше время она действует как музей. Стены украшены фресками, которые очень хорошо сохранились. На территории даже есть памятник Санта-Клаусу. А в этом помещении какая-то особая атмосфера. Так говорят все, кто сюда заходил. К саркофагу Николая Чудотворца постоянно нереальная очередь. На данный момент в нем минимум мощей. В 1087 году итальянские купцы, связавшие охрану, украли большую их часть и перевезли в город Бари, Италия. Спустя 9 лет венецианцы похитили почти все остальные мощи и вывезли их на остров Лидо, Венеция. Такие действия итальянцев квалифицируются как разбойное нападение. Что-то ихняя церковь позабыла о 8-й заповеди «Не кради». Правительство Турции ведет переговоры с Италией по поводу возвращения мощей на историческую родину, но пока безуспешно. По-моему, в современном цивилизованном мире мощи должны были вернуть, а так выходит, что Папа Римский закрыл глаза на это преступление. Можно приложить к саркофагу, вернее к стеклу, руку, попросить прощения грехов, здоровья для близких, поблагодарить и загадать желание. Идем дальше. Руины древней Миры. Город был построен в 3 веке до нашей эры и расположен в 5 километрах от берега Средиземного моря. Являлся одним из крупнейших в Ликии и был ее столицей. В 7 веке на город напали арабы, в результате чего он был разрушен и пришел к упадку. Сохранились развалины огромного театра и высеченные в скалах гробницы. Гробницы здесь покруче, чем в Олимпосе. Снаружи выглядят очень богато и необычно, имеют красивые фасады и рельефные изображения. Театр впечатляет своими размерами, хочется вернуться в то время и посмотреть на движуху, которая здесь происходила. Все. Основная часть Миры до сих пор скрыта под землей. Отправляемся на остров Кеково. Где? У тебя? На северной стороне острова находятся руины разрушенного землетрясением во II веке нашей эры города Далихиста, частично ушедшие под воду. Сейчас этот город называют, как и остров, Кеково. Ликийцы были прекрасными мастерами по обработке камня.
Они строили свои дома в каменной породе, используя естественный рельеф. Дома сообщались между собой уличками-ступеньками. Обычно такие ступеньки заканчивались маленькими пристанями. В скалах видно большие квадратные ниши, именно в них и располагались жилища. Судя по проемам для перекрытий, здесь были одно-, двух- и трехэтажные дома. Эта П-образная конструкция была входом в храм. На острове также были источники с пресной водой, которая сберегалась в специальных колодцах-накопителях. А здесь находились римские бани. Там, где камни выложены в виде подковы, располагался бассейн. Под водой виднеется стена порта. До землетрясения она возвышалась над уровнем моря на 3 метра. В порту было множество товаров. От землетрясения остров частично погрузился в воду. В результате поднялась огромная волна и смыла все в море. На дне яхты есть специальные окна, через которые можно увидеть разбитые амфоры и кувшины. Я решил десантироваться в воду и увидеть все своими глазами.
На обратном пути яхта проходила возле старинного города Семена, где сбереглись руины Ликийской крепости, а меня забыли возле острова.